Это видео об одном из самых жарких костров, которые мы когда-либо делали. Высушить вещи и согреться, приготовить пищу. Он просто идеален для этого. Но не в этом его самое главное достоинство. Обо всем по порядку. Весна в горах особенно. Плюсовая температура, яркое солнце, свежий теплый ветер. Красивейшие пейзажи. И очень обманчивый рельеф. Эти снежные ловушки — это вообще кошмар. То есть у меня нога ушла сюда и пошла на излом об эту сушину. Вот прямо вот этой голенью. Ощущения просто ужасные. Но такие путешествия определенно стоят всех усилий. Ведь именно такие виды позволяют понять, что наша жизнь не ограничена 4 стенами дома и офиса, а гораздо многограннее и ярче. Лагерь в таких местах дает мощный заряд силы и энергии, не говоря уже о возможности сделать шикарные фотографии и насладиться изысканными творениями природы. Практически идеально ровный рез. Всегда я поражаюсь таким камням. Ну, как будто лазером было сделано. Очень красиво. Аппетит в таких местах – дело малого времени. И пока Денис занимался изготовлением стола, я развел костер из местной сухостойной елки. Других дров не было, чтобы приготовить бекон на дыму. По нашим прикидкам, в месте, где мы встали, должно быть около 30-40 сантиметров снега. Настала пора бекона. Запах томленого на костре бекона способен пробудить великий аппетит. А 10-минутное ожидание только усиливает его. Дэн ходит, усиленно делает фотографии. Ну, все к этому располагает, чтобы сделать отличные фотки. Высокая гора, отличная дальность обозрения. Сегодня нет облаков, тумана. И можно глядеть на километры вперед. Это невероятное ощущение, очень здорово. Как отснимался? Хорошие кадры есть, знаете, крупники такие опасные. Где большие камни еще более-менее не потяжелее, те, что помельче, прямо из-под Ходят. выныривают. Ну, вроде как без приключений. Пойдем бекон есть. Тем временем костер проседал все ниже и ниже. Наш 30-сантиметровый прогноз по глубине снега не оправдался. Трапеза была невероятно вкусной и какой-то очень быстрой. Все было съедено за считанные минуты. От обедов я занялся заготовкой дров. Кроме сухой елки вокруг ничего не было. Ну да ладно, будем слушать треск и любоваться фейерверком искр от костра. Глухариные шпикачки и заячьи кукурузные шарики здесь на каждом шагу. Приятные места. Нравятся не только они нам, но и зверю, да и птице. Скоро мы узнали подробности о глубине снега на месте нашей стоянки. Я думал, что здесь не более 30-40 сантиметров, но сейчас Денис попробовал достать до дна, и в итоге глубина снега составила около 1,5 метров. Нам захотелось сделать костер, который стабильно будет гореть на одном уровне длительное время и абсолютно не уходить под снег. Напилив сухостойной елки, мы уложили ее штабелями над костровой ямой. Место очага менять не хотелось. Немного подрубили сучки, чтобы уменьшить зазоры, но не полностью удалить их. Ну а после укладываем по возможности плоские камни, принесенные с Курумника, который находится от нас в 2 шагах. Нам с ним очень повезло. Камни нужны для того, чтобы огонь не прожигал жерди, которые его держат. Здесь можно проявить свои строительные навыки и попробовать подогнать камни так, чтобы не осталось практически никаких зазоров. Тогда угли будут оставаться на камнях, а вниз будет уходить лишь пепел. Камни с Курумника идеальны для укладки под костер. Они не содержат влаги и постоянно обдуваются горным ветром.
Кроме того, они необычайно крепки и устойчивы к излому. Вероятность того, что они лопнут, минимальна. Делать такое большое плато лучше вдвоем, нося камни по очереди. Одному можно обойтись и более мобильной версией. После укладки основного слоя мы изолировали мелкие отверстия на стыках небольшими плоскими камнями. Сам тип укладки древесины под костер значения не имеет. В совокупности эти камни с огнем дают мощнейший жар и отлично обогревают. Но самый его главный плюс помимо этого – стабильность по уровню горения. Костер горел почти сутки. И, несмотря на жар, идущий от него, нисколько не просел. Жерди под камнями в некоторых местах обуглились, но не тлели и не теряли в объеме. Все угли остаются на камнях. Готовить на таком костре – одно удовольствие. Удобно и очень тепло. На. Нереально вкусно. Вот это счастье. С таким костром очень приятно проводить время. Это настоящий мощный очаг и сердце лагеря. Ресурс горения костра плита, который мы показывали ранее, ограничен 3-4 часами, и к вечеру нужно было бы его собирать заново. Такая же организация костра избавила нас от этой необходимости. Конечно, нам очень повезло, что рядом с нами оказался курумник. Но это то, что мы делаем всегда. Используем подручные природные ресурсы для решения своих задач. Ночью погода сильно поменялась. Подул мощный ветер и выпало около 7 сантиметров снега. Сытный завтрак и горячий кофе подняли настроение. А когда оно хорошее, то и пурга нипочем. Жерди и камни – залог долгого, жаркого и стабильного костра. Ну а с вами были мы, друзья, лесные. До новых встреч. Всем пока.